загородную жизнь. Вот это да! Это вот наш современный ответ инквизиции. Масленицу будут сжигать. Вот эту вот прекрасную девицу соорудили наши соседи. Мы находимся в цветочных берегах. Фу, блин. Берегах цветочных, Говорит Маришка. А Мариша у нас ювелир святой всея Руси. И очень крутой ювелир. Это не реклама, но если вы хотите что-то обновить из своих украшений, продемонстрируй. Подождите. Что это правда. Это не вымысел. И вот я всех взываю к загородной жизни. Марин, как тебе формат загородной жизни и хотите ли вы к этому присоединиться? Хотим точно. Цветочные берега рассматриваем. Вот это особо рассматривать нечего. Тут full booking. Потому что, вот посмотрите, видите, идет стройка. Как я говорила в прошлом ролике, это зиггурат. Это подмосковный курорт, который везде пиарится за большие деньги. То есть там от каких-то... Дома от 72 миллионов. Да? От 72 ты уточнила? Да. Вот. Но мы, конечно, живем здесь бюджетнее, но все равно на уровне Ритц-Карлтона. А бюджетнее мы живем, потому что наши ролики еще не показывают на Первом канале. Но мы стремимся. Кстати, мы сегодня посмотрели Первый канал в прайм время. Я не буду говорить кого. Вы сами можете это... Созерцать. Да. Но мне кажется, несмотря на то, что я не профессионал, и я вообще не блогер, и я это категорически подчеркиваю, но вот тот материал, который у меня есть в роликах, мне кажется, он интереснее. И это не заказ, это вот отсюда идет. Наши прекрасные соседи сделали вот это вот чудо. Даже посмотрите, с чубчиком. А мне интересно, из чего сделали. Сейчас я полезу этой бабе под юбку. Вон там, смотрите, сено, какие-то деревяшки. И там, скорее всего, какой-то заряд, чтобы это полыхнуло. Будем ждать. Чебурашка сейчас будет делать инквизицию Роме. Что у нас там за Рома-то? Рома из Гватемалы. Дорогой мулатик, коричневый парень. Давайте скатерть постелим. Давайте. Мариш, ну что, хотите здесь жить? Уже, походу, да. Ювелирочку здесь откроешь. Да-да-да. В зиггурат будем пихать. Я буду менеджером по продажам. Вот уже и бизнес намутили. Мутили бизнес. Кстати, мы спрашивали, откуда реквизит для этой дамы. Вот Андрей как раз с Андрюхой весь камыш там вырубили. Ну, на нее. Реквизит это пододеяльник. Ну, обычный. Обычный, да? Да. Ага. Разукрашенный. Нет, он такой был. Такой и был. Представляете, какое постельное белье сделают? Детский передничек старый, который нам друзья отдали. Угу. Занавеска и белая простынка. Вот смотрите, как идет процесс к масленичному чаю в цветочных берегах. Это наш прекрасный сосед из дома напротив. Владелец Ямахи. И человек, который делает для поселка много, он делает лыжню. А как здесь школы вообще, если вот вы здесь приехали на постоянку и дети учатся? Мы на постоянку не приехали, наоборот. Мы выезжаем в Москву. Из-за того, что... Мы хотим на постоянку, но дети в школе. А сюда в школу перейти? Мы хотели, мы... Боитесь? Мы тоже хотели, мы искали так чисто посмотреть. Первый отзыв, там что-то учителя где-то курили у школы, там очень смешные такие отзывы, мы ладно, закрыли. Но мне кажется, в глубинках образование может быть ничуть не хуже, чем в столице, а может быть и лучше.
Может, Могу более сказать, что я индивидуально. довольна нашей школой, в принципе, московской. Да? 40 человек в классе. А давайте мы протестируем школы, и кто здесь учится, и детские сады, и потом вам расскажем об этом. Поджигать засовывать, да? Денис, почему люди хотят объединяться и быть в центре каких-то вот праздников, событий, даже которые разные, судя по чату? Не дай бог вам Потому что иногда читать. праздники наши. Они нас объединяют? Да. Потому что они у нас в корнях, в жилах заложены бабушками, дедушками. Мы выросли на этих блинах, выросли на чае, на музыке на этой. Теперь ее надо детям передать. Не? Хендмейд сало с блином. Рецепт сказали, дадут. Ваше здоровье. Я очень много лет, наверное, лет 45 не была на таких мероприятиях. И в мою бытность еще, помню, на столб лазили голые мужчины. Можно найти какие-нибудь старые видео про это. И даже сюда вставить, как это выглядело наше советское тоталитарное детство. Тепло тебе? Сладкое. Друзья, холодно, мы прямо экстремально сейчас замерзли. Руки замерзли. А потому что они кричат: «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!» Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не... Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно. Случилось. Зажгли. Хорошо ты. Почему ты приняла решение купить Хайлендер после того, как я купила? Нет, Хайлендер была мечта моя вообще всей жизни. Я еще далеко в далеком прошлом, в Туркмении, когда жила, хотела Хайлендер. Но у меня почему-то 2 раза оказывалась Королла. И тут моя мечта сбылась. Идем пробовать, что такое Алёша. Говорят, это такое уникальное место. На самом деле, чип прайс, если кто понимает, в банно-прачечных делах. Дима Егоршкин, привет, ты у нас мастер парения. Если что, мы тебя в следующий раз сюда возьмем. Так вот, сколько, смотришь, стоило? Пока Сколько? мы отдали 15 тысяч. 15 тысяч на троих, на 3 часа. Но будут допы, за которые мы будем доплачивать. Но это не сотни тысяч рублей, как это стоит там в районе Москвы и прочих Сандунах. Да ты такой сладкий. А ты тоже стеснительный. Очень скромный кот оказался. Очень. Какие скворечники. Какая чудесная. Наташ, посмотри вот на это все. Это у нас, да, художник знакомый, вот он разукрасил их, подарил нам. Художник? Да. Мы снимаем канал «Путешествую вкусно». Да, за вас будет знать весь мир. Да, что? Да. Хорошо, пойдемте. Это хорошо для вас? Здорово. Да, у нас Реклама. Здравствуйте. Здравствуйте, знаменитый Алексей. Вы нас будете здесь варить? Парить? Это будет шоп-контент. Сыпли прям сверху и растираемся. Прям лицо растираем, тело растираем. Что хочу сказать? Я не буду ничего рассказывать про наполнение, про то таинство, которое там происходит. Но это удивительная философия. И вот как раз идет самый главный плутарх этой местности. Вот посмотрите, что вот он делает. Да. Все, он убегает. Делать таинство. Мешком, сейчас подышать. В общем, сюда приезжайте обязательно. Я не рекламирую, я просто хочу поделиться теми впечатлениями, которые я получила. Сейчас еще подниму кого.
Ну, мороз небольшой, слушайте, где-то -3. Но это не важно, можно и в -23 выходить. Ой. Короче, вот эта вот кайфушечка в липовых. Ой, слушайте, как хорошо после мороза. Прям мурашками все пошло. Друзья, блин. В общем, если у вас нет денег на загородный дом, вы не можете его себе позволить там по ряду причин различных, обязательства иные угнетают или прочее. Но, пожалуйста, стремитесь к этому. Уезжайте из города. Даже если нет денег на бани, на вот эти чаны, есть люди, которые с любовью это все сделали для вас. Копеечка небольшая, поверьте мне. Вы можете сами набрать, узнать все ценообразование. Я ничего не буду про это говорить. Я просто хочу сказать, что это удивительно, уникально, восхитительно, обогащающе, оздоровляюще. Если у вас нет загородного дома, а сбежать из города хотя бы на пару дней хочется, тогда стоит заглянуть на ферму М2. Здесь можно почувствовать настоящую фермерскую атмосферу и отдохнуть на природе. Сейчас покажу, как это выглядит. Небольшой островок экотуризма. У нас есть 4 коттеджа, которые мы сдаем в аренду гостям. Около коттеджа есть детская площадка, такой вот пруд, в котором водится рыба, и гости могут порыбачить. Здесь водятся карпы, белые амуры, сазаны. Также у нас есть небольшая баня. Какой у вас райские яблоки. Висят до морозов. Ну-ка попробуем. Вкусно. Ну и сами коттеджи. Ну и вот наши, собственно, коттеджи. Коттеджи на 82 квадратных метра. Здесь 2 изолированные спальни, большая гостиная с кухней, столовой. Все коттеджи укомплектованы всей необходимой бытовой техникой, посудой. Электролюкс, платинум. Имеется варочная панель, духовой шкаф, посудомоечная машина. Здесь основное место сбора, которое имеет также выход на террасу. Ой, какой вид шикарный! С видом на лес. Друзья. И небольшой зоной барбекю, где можно также Посмотрите пожарить на вот вечером этот вот мясо вид. и полюбоваться прекрасным видом, послушать птиц и отдохнуть от городской суеты. А камина нет, да, в этих домах? Камина нет. Здесь установлена система «Умный дом», отапливается с помощью ее. Здесь находятся 2 спальни, одна спальня с 2-спальной кроваткой. И вот если, может быть, кто-то с малышом приедет. В каждом коттедже также, да, имеются детские кроватки. Абсолютно во всех. И 2 комната с 2 отдельными кроватями. Можно разместиться здесь. То есть на 4 взрослых человека. Диван. Сколько? 20 тысяч стоит дом в сутки, да? В будни аренда стоит 20 тысяч, выходной 25 тысяч рублей. Ну, в принципе, если на 6 разделить, то это очень демократичные цены. Друзья, приезжайте к нам сюда на район. Юля вам все расскажет и покажет. Обязательно будем рады. Вот это Юля, кстати, тоже уже может рассказать и показать. Супер, супер. Очень классное решение загородного отдыха. Наша овчарня. Тут молочные овечки породы лакон. Лакот? Лакон. Лакон лакаюн, да. Это французская? Тоже французская, да, порода. Живут они вот в так называемых лагунах. Все лагуны оснащены автоматическими поилками, щетками,
благодаря которому они и чешутся, и чистятся. Живут овечки здесь круглый год. В теплый период, чтобы они могли иметь доступ к свежей траве, выгул, им открывают ворота дворов и там организовывают летние выгульные площадки, где они В поля их не выводите? Нет, здесь хватает территории для А это выгульных молочно-мясная площадок. порода? Это молочная. Молочная. То есть вы сыр овечий делаете? Да, у нас очень большое количество сыров из овечьего молока, как твердых, так и мягких. А пекарина делаете? Да. Да вы что? Да. Пекарина Романа? Пекарина Луни у нас есть. Так что у нас очень большое количество сыров. У нас порядка 40 наименований сыров. И овечьих, и козьих, и коровьих. Ходишь здесь, вот гуляешь, и приятно находиться. А бывали мы как-то в овчарне в Дагестане. Ох, с ужасом вспоминаю. Я, конечно, зашла туда на малышей посмотреть. Там как раз был вот этот вот период, когда они весной нарождались. Но это было очень невыносимо. А запах? Да. Ну, Да, здесь, мне кажется, он даже был токсичен. да, у них такой едкий может присутствовать запах. Здесь поддерживают чистоту, стараются. Мне кажется, неплохо стараются. Здесь прямо сейчас нишевый парфюм. Вот, Запах нишевого парфюма. Регулярно меняют им подложки, то есть чтобы не было вот этого запаха, и чтобы животные жили в чистоте. Скажите, а вот навозы от разных, пометы от разных животных, вы по-разному сегментируете назначение? Да. То есть Они это тоже все учитывается? вывозятся тоже, да, на разные То есть площадки. куриный сюда, коровий сюда, Да. и Да. от других видов тоже немаловажный факт. И обстоятельства. Перед нами представитель англо-нубийской породы, вот этот пятнистый красавчик. Его отличительной чертой являются такие большие висящие уши и пятнистый окрас. При скрещивании данной породы с альпийской или заанинской всегда будут получаться козлятки с папиными висящими ушами. Ген данной породы очень сильный и всегда доминирует. То есть здесь и мальчики, и девочки у вас? Или на все вот козочек один козлик? Здесь период случки. Здесь, естественно, история, да. К девочкам подселяют мальчика. Одного на всех? Да, на одного козла приходится порядка 20-30 коз. Ничего себе история вот какая. Козел работает на протяжении 45 сцены дней. ревности устраиваются? Нет. То есть все так это по физиологии идет в основном. Да, все. А вот это вот тоже козел с бородой? А вот это вот козел, который молодой, хитрый и юркий, я не знаю, как его еще назвать. У него есть отдельная лагуна, где у него свои козочки, но он перепрыгивает сюда каждый день. Уже увеличили ограждение между лагунами, и вот он, хитрец, приходит все равно в гости И к другим. притаптывает. Да. И вот они могут драться, мальчик с мальчиком, защищая свое стадо. А так нет. Как смешно, интересно и забавно, умилительно на все это смотреть. Хотела вам показать еще козла альпийской породы. Вот в данной лагуне как раз тоже вот период случки. А здесь как раз-таки альпийский козел. Он очень эффектный, с большой бородой. Красавчик тоже. Ой. Такой взрослый мальчик. Вот, кстати, вот он папа, а вот тот альпийский козел молоденький, это его сын, да. Его когда привезли, Ой, он кто обладал это? очень еще шикарной такой Любопытная, челкой, красивой, но ему вот сейчас подстригли ее, так как она лезет в глаза, мешает. Но у него оставили. А вот этот как прекрасную. будто бы на скале стоит. Да, Ну, они любят альпийские, скакать. значит, они горные. Да, Угу. они могут перепрыгивать ограждения, но они никуда не уходят. Бывают такие маленькие любопытные козлятки, которым интересно, что же здесь вокруг. Они могут перепрыгнуть, пролезть. Но они обычно ходят по двору и В никуда общем, не все уходят. происходит в одних лагунах. И спаривание, и рождение малышей, Они поделены. и дойка. Поделены
по категориям. Мгм. Есть дойные, есть период сухостоя, где, да, идет случка, есть лагуны, где, в которых живут маленькие козлятки, молодняк, то есть они все по возрастным категориям поделены. Сколько с козы молока получается? Козы немного дают. Литра 2, наверное, Литра, в да, день. около 2 литров. Но она очень полезная, жирная, питательная, Полезная, с уникальными свойствами. да, и вот как раз-таки вот у коз от природы отсутствует этот белок А1, который может вызывать аллергию. Не все люди так живут. Ну, мы стараемся создать Ну, в некоторых благоприятные частях условия. мира. В некоторых частях мира. Собака уже хочет. Гости приехали с М2 к нам. Здравствуйте. Денис. О, супруга Дениса. Ой, а это кто? А вот он тебе помогает раздеваться. Подарочки, распаковочка идет. Денис нам принес крымское М2 вино. И также гуашь. У нас его не осталось, но это так, закрома. Закрома какие-то уникальные. Вот такая у нас линейка. Готовить мы будем Сейчас его тоже нету. тайский жареный рис. Пино нуар это вот эль, да? Да, виноградный эль. Он, это последняя бутылка, которая на пивоварне была. Больше его нету. Одни уникальные Чтоб уникальности. постоять, да. Так, а что там у нас осталось? Я сыра купила в магазине. А этот вообще с годом выдержки, он как раз выдержался еще с 25-го года. Нифига себе. Мы его выдержали, и здесь алкоголь, все нормально. Здесь будет стоять, его можно и попробовать попозже. Так здесь второй месяц. И вот ему можно тоже постоять, выдержаться хорошо. Лучше в холодильнике. Это же прям с погреба мы достали, да, которое? Ну, это то, которое вы подарили, Денис. Да, это с погреба все. Это вот все оно выдержанное. Здесь 70% грибней. А это Танинная цветность как раз за счет грибней достигается, за счет длительной выдержки. Как будто бы мы на экскурсии вновь. В ароматах здесь будут томленые такие вяленые ягоды, сухофрукты. И немножко такой землистости, терпкости будет в полной округлой. Что, друзья, получаем новый опыт работы на тракторе. Готовимся к приближению Фрэнсис. Сейчас с прекрасным Александром, юным трактористом. Конечно, не спеть песню, а прокати нас, Петруха, на тракторе. Прокати-ка нас, Саша, на тракторе. Дай-ка попробую. Нажимать надо плавно, да? Ну, нет, отжимать плавно. А, отжимать плавно? Можно как угодно, да. А, отжимать плавно. Ну, так серьезно вообще, тяжело. Да. Здесь у нас коробка передач. Сколько передач всего? 4. 4, да? То есть какую скорость может развивать? Максимально 50. 40, 50. Отопление, кондиционер здесь есть, да? Вот. Управление. Это... Ну, сейчас не включен кондиционер, сейчас печка. А это музыка, да? Это, да, мультимедиа. Представляете, в современных тракторах мультимедиа, зарядки для телефонов. Да что ж такое, блин? Ну что, поехали? Да. Нажимаем сцепление, включаем передачу. Пока первую для дома. И включаем реверс. То есть то, чтобы ехать вперед. Отжимаем сцепление. Едем. Только теперь сделаем. Так, а снег чистим мы вот этим, да? Да, отвалом. Ну, вот управление отвалом, вот так вверх-вниз. А, как джойстиком, Ну да? да. Так, значит, выжимаем сцепление, да? Да.
выжили? Можно поставить пока первую передачу, вот там на ручке. Так, вот это газ, да? Это газ, да. Значит, пока автоматически стоит, его пока не трогаем газ. Ага, просто Да. отпускаю сцепление, да? Пока нет. Нужно включить реверс-редуктор. Сюда. Вперед, да. Вот. Ага, включили. Потихоньку отпускаем сцепление. О, поехали. Я даже немножко взмокла. Во-первых, в кабине тепло, а во-вторых, все физически очень сложно. То есть тут мальчики такие должны быть, спецу такие. Но как опыт интересно. Любишь кататься по чистым дорогам, люби их почистить. Друзья, работа на тракторе «Беларусь» освоена. Я теперь знаю, чем я могу заниматься, когда выйду на пенсию.